Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы вместе с вами подробно разберем, что изменится в июле 2026 года, как Германия постепенно пересматривает прежние подходы к мобильности и социальной сфере, вводя нововведения, которые могут повлиять на повседневные ваши расходы. Сначала важная тема для водителей. С 1 июля меняются сроки, в течение которых могут рассматриваться и оформляться нарушения дорожного движения. Мы с вами проанализируем, почему теперь рассчитывать на, на быстрое закрытие подобных ситуаций становится все сложнее. Во второй части выпуска важно предупреждение для клиентов банка. Если на ваш счет неожиданно поступает перевод в размере 1 цента, стоит внимательно проверить ситуацию, чтобы избежать возможных рисков, связанных с мошенническими схемами. А под занавес, друзья, изменений в законодательстве, которые вступят в силу через несколько дней и затронут правила пенсионных взносов для сотрудников на временной занятости. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, вспышка фоторадара на ночном шоссе и затем длительное ожидание уведомления. Многие водители, допустившие превышение скорости, рассчитывают, что административные сроки могут сыграть им на руку. Но, друзья, с 1 июля ситуация абсолютно меняется, поскольку ведомство получает расширенные возможности по оформлению и обработке именно таких случаев. Пятый закон о поправках в дорожное регулирование уже официально опубликован в Государственном вестнике. Новая директива увеличивает срок, в течение которого может быть вам вынесено постановление о штрафе до 6 месяцев. Ранее, напомню, стандартный срок составлял 3 месяца, однако теперь этот период расширяется и начинает действовать с момента нарушения. Под этот новый 6-месячный срок рассмотрения дела автоматически попадает широкий, друзья, спектр стандартных дорожных нарушений. Например, штрафные уведомления теперь могут приходить за превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, использование смартфона во время движения и несоблюдение дистанции на автобанах. Также в этот перечень попадают случаи с просроченным техосмотром, ТÜV и нарушениями правил парковки. Профильный парламентский комитет по транспорту отмечает, что расширение сроков с 1 июля связано именно с необходимостью повысить эффективность обработки административных дел. Региональные власти указывают сегодня, что прежний 3-месячный период часто был просто-напросто недостаточным из-за большого объема документов и задержек в обработке. Впрочем, крупнейший европейский автомобильный клуб АДАЦ обращает внимание, что даже при прежних сроках полагаться на автоматическое, истечение дела было рискованно. Фиксация нарушения камеры – это только первый, друзья, этап, после которого запускается вся административная процедура. Далее, срок рассмотрения может продлеваться в зависимости от внутренних действий ведомства, включая отправку первичных уведомлений и запросов на объяснение. При этом точные даты процессуальных шагов не всегда, друзья, отражаются в уведомлениях, поскольку фиксируются именно в служебных системах. Если же присланная вам квитанция кажется несправедливой, закон оставляет возможность оспорить это решение в установленном порядке. Эксперты автоклуба АДАЦ рекомендуют придерживаться четкого алгоритма защиты своих интересов. На подачу официальной апелляции государство устанавливает фиксированный срок, обычно это, внимание, 2 недели, которые начинают отсчитываться именно с момента фактического вручения вам письма. Если же вы этот срок пропустите, постановление может вступить в силу и взыскание, соответственно, будет произведено в установленном законом порядке. При заполнении первичного опросника важно также помнить, вы обязаны подтвердить только свои анкетные данные, включая имя и адрес. По обстоятельствам самого инцидента, внимание, вы имеете право не давать подробных объяснений на первом этапе. Понятно? Если не считаете это необходимым. Если же вы даже сомневаетесь в корректности работы того же фоторадара, закон допускает возможность потребовать техническую проверку оборудования через судебную процедуру. Однако без наличия страховки такие процессы могут потребовать дополнительных от вас затрат. В
случае, если двухнедельный срок все-таки был пропущен по уважительной причине, например, из-за внезапной госпитализации, суд может восстановить сроки при наличии подтверждающих документов. Чтобы точно понять, действует ли еще срок давности по вашему делу, часто рекомендую дополнительно проконсультироваться с профильным адвокатом по дорожному праву, который и может проверить материалы дела и процессуальные сроки. А вот дальше, друзья, очень важная тема, которая касается личной финансовой безопасности. Представьте себе ситуацию, вы проверяете баланс своей карты в мобильном приложении и внезапно замечаете странное входящее зачисление размером всего лишь 1 цент. Защитники прав потребителей и эксперты обращают внимание, что подобные случаи могут использоваться как проверочные операции в разных спорных схемах или как попытка проверить активность вашего счета. Официальные разъяснения показывают, что иногда небольшие тестовые, переводы могут применяться в различных финансовых процессах, включая проверку работоспособности банковских реквизитов. В назначении платежа при этом может указываться служебная или техническая какая-либо информация, которая не всегда даже очевидна обычному пользователю. Подобные ситуации чаще всего возникают, когда ранее были оставлены контакты или платежные данные в онлайн-сервисах, и система проводит автоматическую проверку корректности реквизита. Возможно, вы такое встречали. Важно также внимательно относиться к любым неожиданным операциям и проверять их происхождение через официальное банковское приложение или поддержку банка. Но поскольку банковские данные сегодня могут использоваться, друзья, в разных цифровых сервисах, специалисты рекомендуют всегда перепроверять такие входящие операции и не переходить по сторонним контактам из сомнительных сообщений. Повторяю это каждый раз. Если есть сомнения, лучше сразу уточнить информацию через свой банк или официальный сервис. Правозащитная организация Германии сегодня рассматривает подобные скрытые транзакции как потенциальное нарушение Европейского общего регламента по защите данных. Дополнительно указывается, что такие действия могут затрагивать положение немецкого федерального закона о защите конфиденциальной информации. Уполномоченный по защите данных Гамбурга Томас Фукс выступил с критикой подобных методов, обращая внимание на то, что банковская строка назначения платежа должна использоваться строго по назначению и не предназначена для прямого контакта с клиентом. Поскольку платежные реквизиты жителей Германии могут, друзья, использоваться третьими лицами вне первоначального контекста, в экспертной среде возрастает обсуждение необходимости более жесткого контроля. Аналитики призывают к более активному участию BaFin, Федерального управления финансового надзора. Речь идет о том, чтобы усилить защиту банковских данных и ограничить любые несанкционированные действия с персональной информацией клиентов, то есть нас с вами, чтобы и снизить риски злоупотребления и повысить прозрачность финансовых процессов. Подобные схемы, внимание, иногда рассматриваются экспертами по кибербезопасности как способ проверки активности ваших банковских реквизитов. А суть, друзья, состоит в том, что при наличии утекших или скомпрометированных данных, включая ваш номер IBAN, злоумышленники могут пытаться определить, какие счета реально используются. Чтобы не привлекать внимание системы безопасности банков, например, Шпаркассы или Коммерцбанка, в некоторых случаях могут применяться именно такие небольшие тестовые переводы, например, в размере 1 цента. Если же операция проходит успешно и не блокируется системой, это может указывать на активность такого счета. Поэтому такие проверки могут использоваться как подготовительный этап перед дальнейшими попытками несанкционированного списания через механизмы онлайн-платежей или подписок. В подобных случаях используются автоматизированные схемы, которые пытаются привязать платежные данные именно к сторонним сервисам. Поэтому даже небольшие, неожиданные, поступления средств от неизвестных отправителей требуют вашего внимания. Специалисты по безопасности сегодня рекомендуют регулярно проверять свои банковские выписки, и при необходимости оперативно уточнять происхождение подобных операций через свой банк.
Если же вы, друзья, обнаружили в выписке несанкционированные списания евро, важно действовать совершенно быстро и по установленной процедуре. Первым шагом необходимо оперативно заблокировать доступ к вашему счету, набрав общенациональный экстренный номер блокировки 116 Далее следует подать официальное заявление о возможном киберинциденте в полицию, а копию подтверждения направить в службу безопасности вашего банка. Параллельно запускается и юридический механизм проверки и возврата средств. Согласно положениям статьи 675 Гражданского кодекса Германии БГБ, ваш банк несет ответственность за надлежащее обеспечение безопасности операций по счету. То есть по закону финансовая организация обязана провести проверку и при подтверждении несанкционированной транзакции восстановить баланс до исходного состояния. Если же сотрудники банка первоначально отказывают в компенсации, процедура не останавливается на этом. В таком случае включается стандартный правовой механизм рассмотрения споров. Бремя доказательства в подобных ситуациях распределяется в зависимости от обстоятельств самого дела. Банку недостаточно просто указать на использование правильного пароля или ТАН, то есть кода из мобильного приложения. Требуется доказать, что клиент действовал намеренно или с грубой неосторожностью. Если же финансовая организация, то есть ваш банк, занимает жесткую позицию и пытается переложить ответственность за спорную операцию на клиента, то есть на вас, закон предусматривает несколько официальных механизмов вашей защиты. В таком случае вы, друзья, имеете право подать жалобу в независимый банковский арбитраж омбудсмена, чьи решения обычно учитываются финансовыми учреждениями. В более сложных ситуациях также возможно привлечение квалифицированного юриста. Параллельно можно также инициировать проверку необоснованных требований со стороны коллекторских организаций. Если в кредитной истории, например, появляются спорные или некорректные записи, рекомендуется также направлять официальное письменное возражение в бюро кредитных историй ШУФа. И здесь важно понимать, сам факт поступления символической суммы вам на счет, например, того же 1 цента, не является признанием долга или обязательств. При обнаружении подобных операций стоит зафиксировать данные отправителя и номер операции для дальнейшей проверки законности таких действий. Если же ситуация осложняется официальными требованиями или, например, с судебными уведомлениями, рекомендуется обратиться в специализированную организацию по защите прав потребителей. Консультация специалистов тоже помогает корректно оценить документы и определить дальнейшие шаги в рамках правового поля Германии. Друзья, и это еще не все. Теперь давайте вместе с вами разберем масштабные законодательные изменения, которые напрямую затронут миллионы работающих граждан Германии. Сегодня правительство Фридриха Мерца официально вводит новые правила для лиц, занятых на временных подработках мини-джоб. До сегодняшнего дня в стране действовало правило, согласно которому при трудоустройстве можно было оформить отказ от уплаты добровольных взносов в государственный пенсионный фонд. И изменить это решение позже было просто-напросто невозможно. То есть люди оставались в рамках выбранного ими варианта изначально. Но с 1 июля 2026 года эта норма пересматривается и становится более гибкой. То есть для большой группы сотрудников на мини-джобах государство запускает перерасчет условий занятости. Одним из факторов изменения становится именно постепенная корректировка почасовой ставки, которая связана с общенациональным уровнем минимальной заработной платы. На этом фоне меняется и допустимый уровень дохода для подработки, который впервые в истории Германии поднимается выше отметки 600 евро. Параллельно Бундестаг обновляет правила пенсионного страхования, то есть граждане, которые ранее, как я сказал, отказались от пенсионных отчислений ради увеличения до текущего дохода, получают сегодня возможность пересмотреть свое решение и вернуться в систему государственного пенсионного страхования при соблюдении установленных условий. Многие на самом деле, друзья, ошибочно считают, что такой формат трудоустройства полностью освобожден от любых обязательных каких-либо взносов со стороны государства. На самом деле это заблуждение. Обязательные платежи сохраняются, однако основная часть финансовой нагрузки распределяется в первую очередь именно на работодателя. Возможно, вы об этом не знали.
Любая немецкая компания, предлагающая, скажем так, подработку в формате неполной занятости, по закону все-таки обязана перечислять установленные взносы в систему медицинского и пенсионного страхования за каждого своего сотрудника. Дополнительно работодатели также несут расходы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве. Поэтому в результате общая стоимость рабочего места для компании оказывается выше, чем чистая выплата, указанная в договоре. Для сотрудников на мини-джобах условия выглядят, конечно же, иначе и предусматривают определенные налоговые льготы. Работник в большинстве случаев освобожден от обязательных взносов в систему медицинского страхования и страхования по уходу и страхования по безработице. Это, в свою очередь, позволяет получить работнику этому всю сумму, согласованную без дополнительных удержаний. Однако, друзья, с пенсионными отчислениями ситуация в Германии имеет отдельную структуру и действует уже многие годы. Так, например, начиная еще с 2013 года установлено правило: сотрудники в формате мини-джоба по умолчанию участвуют в системе пенсионного страхования, если не подали заявление об освобождении. Понятно? Стандартная ставка отчислений составляет, напомню, 3,6% от заработной платы работника. В сочетании с фиксированным взносом работодателя в размере около 15% и формируется тот общий уровень отчислений в пенсионную систему в размере примерно 18,6%. Понятно. Дальше. Несмотря на строгие государственные правила, закон сохраняет для граждан право отказаться от уплаты собственных пенсионных взносов в рамках мини-джоба и тем самым, конечно же, увеличить текущий свой чистый доход. Для этого, как я сказал, сотруднику достаточно письменное заявление работодателю, однако такое решение может иметь ряд, друзья, долгосрочных последствий, о которых важно знать заранее. Если, например, сегодня человек работает сразу на нескольких мини-джобах, тогда оформить отказ выборочно не получится. В таких случаях применяется единый, скажем так, порядок, заявление охватывает все абсолютно места занятости одновременно. Освобождение от собственных пенсионных взносов вступает в силу с первого числа месяца, в котором заявление было официально зарегистрировано работодателем. При этом сам работодатель продолжает перечислять свою, как я сказал, фиксированную долю взносов в систему, однако личное пенсионное накопление сотрудника в этот период не формируется. Друзья, если же мы с вами все-таки посмотрим на долгосрочную перспективу, выбор в пользу более высокого вашего текущего дохода может повлиять и на размер будущей вашей пенсии. Вы должны это понимать четко. Период работы с освобождением от взносов учитывается в пенсионной системе совершенно иначе, чем стандартная занятость, и могут частично снижать итоговый страховой ваш стаж. В результате это отражается на расчете будущих выплат и общей пенсионной перспективе. Но, друзья, с наступлением июля в этой устоявшейся системе произойдут важные юридические изменения, которые дают вам, гражданам, возможность пересмотреть те ваши прежние решения, связанные с пенсионными взносами. Бундестаг официально вводит новые правила. Лица, занятые на коротких этих сменах, получают разовую возможность отменить ранее оформленное освобождение от уплаты взносов. Чтобы возобновить такое участие в накоплении пенсионного капитала, сотруднику необходимо также подать письменное заявление в отдел кадров своего предприятия. Если же человек работает сразу на нескольких мини-джобах, то есть новые взносы начинают удерживаться только на будущие периоды, при этом восстановление стажа за прошлое время задним числом не предусмотрено. И ключевой юридический здесь момент заключается в том, что выбор в этом случае имеет долгосрочный характер, то есть если работник мини-джоба обратно отказывается от освобождения и возвращается в систему пенсионных взносов, повторно воспользоваться этим же правом на освобождение на данном месте работы он уже не сможет. Поэтому перед подачей заявления важно внимательно оценить последствия для личного бюджета и будущих ваших пенсионных выплат. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе.
Если вам искренне понравился сегодняшний разбор про удвоение сроков давности по дорожным штрафам, возможную схему с переводом в 1 цент и новые правила пенсионных изменений для подработок, обязательно подпишитесь, поставьте лайки и спасибо за просмотр до самого конца.